Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Хвартьё. Ну что, я хочу сегодня попробовать что-то такое новенькое и интересное, и одновременно необычное. Соответственно, у меня есть одна идея, тут как раз есть немножечко багов, и, ну, знаете, одна сборка звучит так. Это вечная хрона под богами через убийц. Это будет довольно-таки, мне кажется, интересно. И второй момент, это боги, Фулгорн и 4 шамана. Не знаю, насколько это будет круто, насколько это будет не особо круто, поэтому давайте сейчас посмотрим, попробуем, а от этого уже будем отталкиваться и смотреть, как оно будет выглядеть. Есть Лина, есть Фура, и на самом деле, что тот персонаж мне на самом деле очень хорошо заходит. Поэтому я пока что возьму Лину, потому что у нее есть таргетный скилл. Блин, минус армор тоже классная вещь. Я возьму минус армор. Все-таки минус 5 брони, точнее минус 6 брони на 5 секунд с руки, это очень хорошо. Очень даже хорошо. На самом деле, под моих убийц это было бы вообще шикарно. Я, на самом деле, хотел, чтобы мне 2 гоблина таких пришло. Это было бы просто идеально по деньгам. Но, как видимо, игра решает совершенно наоборот. Поэтому не будет у меня сегодня того, что я хочу. Поэтому будем брать то, что имеем. И на самом деле я возьму вот таким вот образом сейчас, хотя на самом деле можно было бы этих двоих сейчас скипнуть, но я их оставлю чисто, чтобы поставить вместо них и сделать себе немножечко баф магии, чтобы Лина могла, ну, хотя бы ваншотнуть кого-то с первого раза. Но так как я знаю, что у меня Лина это любитель закастить свою лагуну в кого-то лоу хпшного и в того, кого явно, ну вот совершенно не надо, вот, как-то, знаете, не очень хочется Лину керить. Вау. Ну так, извините, можно. Так даже нужно, я бы сказал. Еще мне, кстати, приходят драконы. Я бы, в принципе... Знаете, не, я, наверное, все-таки нюк со старта оставлю. Вот хочу, чтобы у меня был хоть какой-то нюк. Есть 300 хп, кстати. Я бы на самом деле взял, потому что это как минимум, ну, 2 лагуны закастит. Как минимум. А там, дай бог, будет 3. Ну, сейчас посмотрим. Тут, ну, на самом деле у ребят тут очень жестко. У них у всех гоблин. Тут гоблин в двойку вообще через богов и резака играет. Ох, чувствую, будет каточка очень интересная. Ну, я надеюсь, что против меня не будет здесь орка плюс бога, потому что, ну, моя сборка, наверное, улетит во свояси, если будет орк-бог. Хотя здесь вот просто есть орк через троллей. Одного тролля я не добил даже. Так, кстати, одного я возьму. Лустрик, наверное, возьму на всякий случай. И я, на самом деле, хочу поставить немного магов. У меня, во-первых, Тинкер, маг. У меня, во-вторых, Лина, который маг. Хотя, на самом деле, можно было бы вот этого персонажа скипнуть. Хотя, может быть, и уровень взять стоит. Наверное, вот так вот скипну и возьму немножечко уровня. И богов поставлю вот таким вот образом. Может, это будет сильнее. Я, на самом деле, я не особо уверен, что это будет намного сильнее, но, тем не менее, у меня будет баф богов, который на 30% скинет мне КД, и у меня будет КД 6, ну, где-то 6 секунд, правильно я понимаю? Ну, 5,6 секунд. В принципе, тоже неплохо. Правда, здесь есть вот гоблин, который... Ну, ладно. Я думал, что сейчас мне ваншот прилетит. Ну, тут хотя бы, смотрите, у меня дебаф магии есть раз. Тут, оп, оп. Ну, может, еще сейчас закастю. Ага, закастил. Закастил, могилу закастил. Еще один. Ух ты, какой. Не, ну орки сыпятся прям, ну будь здоров. Такое ощущение, что эта игра чисто для орков плюс богов. Вот есть такое впечатление, знаете, небольшое. Поэтому, знаете, я вот так вот поставлю. Орки, боги плюс воины у меня. Я буду поменьше немножечко получать по лицу, нежели до этого. Мехи, конечно, я бы хотел мехов, но мехи мне сейчас уже не придут, как мы видим. Этих ребят я, в принципе, мог бы скипнуть, что и сделаю. Что еще такого я вижу? Орки, боги, маги. На самом деле, то, что мне пришли вот так вот боги, это очень хорошо. Я мог бы со старта уже поставить богов, если придет хотя бы один волшебник. Например, вот этот. В идеале вот этот. А вообще в идеале Гримтач пришел. Вообще, на самом деле, можно будет тогда 9 магов поставить, если вот прям хорошо-хорошо придет. Ну, сейчас посмотрим. Так, чпуньк. Один раз есть. Сейчас Джаггер может закаститься. Джаггер, ну давай, 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 братишка. Ой, хорошо.
Можно было бы снова вечную крутилку сделать. Но на самом деле я уже снимал как-то видос боги-орки. И хотелось бы какое-то разнообразие, чтобы у меня было. Потому что если у меня будет все время боги-орки, то такое себе. Кстати, я здесь раунд выиграл. Или не выиграл? Не, выиграл. Мне только что на мгновение показалось, что я могу проиграть этот раунд. Так, гоблина я возьму. Марси. На самом деле могут мне еще и эльфы прийти сверху. Могут, но... Хочу ли я через волшебников сыграть? Вот это вот другой вопрос. В принципе, можно было бы поставить фулл волшебников. 7-й раунд, 3 монетки, это вообще... Что-то нечто. На самом деле все не очень хорошо. Если вот так вот судить, то все не очень хорошо. Может убрать эльфов? Ладно, я Марси продам. Лучше, если что, через 9 эльфов пойду. Но орки пока неплохо пришли, но это, по-моему, закончились орки мои. То есть моя удача, походу, уже закончилась. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Инча закастилась. Не, ну тут у него жестко. У него 2 двоечки хороших таких. Но я хотя бы одного успел шотнуть. Спасибо на этом. Так, один есть. О, баф людей есть у меня уже. Можно поставить баф людей. Тоже неплохо будет. Баф орков разобрать, в принципе, хотя это 400 хп. Или да, или нет. Но на самом деле, мне бы быстро выйти в 7-й уровень, а то я тут что-то как-то уже на месте стою. Хотя, знаете, я, наверное, полностью усилю себя. Поэтому сделаем как-то так, и я сделаю на самом деле вот так сейчас. Все, конечно, это хорошо, но я как-то верю больше в Омника. Плюс у меня сейчас книжки еще есть, хотя я мог бы фулл богов поставить. Фулл богов. Ну, тут, кстати, неплохо. Медузка. Ай-яй-яй, как все плохо. На самом деле, вообще все не айс. Мне кажется, я сделал тут несколько ошибок, которые могут повлиять на исход событий максимально. Мне бы выйти в максимально быстрый инкам надо было. Вау! Ладно. Я забираю свои слова назад. Я не буду пока что делать по-другому. В принципе, и орки приходят на самом деле. Хотя... Ладно, я орков не буду собирать. Ладно, я орков не буду собирать. Все, извините, ребятки, что я вас побеспокоил, поэтому я вас не буду собирать. Как бы, ну, извините. Так, подожди. Не хватает. А, не хватает вот так. Не хватает вот так вот. Оп. Омника я, наверное, оставлю все-таки. На мобов я поставлю немножко другую сборку. Так, еще тычка, тычка. Хорош. Ну, по чуть-чуть нормально так накидал. Хотя минус 5 получил. Так, есть. Есть, это хорошо, но фулл людей выставить не могу. Так, раз, два, три, 4. Это не то. Можно было бы резачка поставить, можно вообще было выйти в инкам. Тут я поставлю сейчас вот так. Богов я уберу, потому что это мобы. Больше я ничего усилить не могу себе. На самом деле очень бы хотелось. Себя бы я бы точно усилил. Так, богов я убираю. На самом деле я собаку поставлю, чтобы было больше людей. Так. И хп тебе закину. Ну, посмотрим. Я очень надеюсь, что все будет сейчас хорошо. Мобам я не откиснул, прям надеюсь. Собака это может нормально так танчить. Особенно, если когда я хпшечку закинул. Хотя, на самом деле, мне кажется, лучше бы я хпшечку кому-то другому закинул. Ну ладно, я хотя бы одну книжку сейчас заобузю. Плюс одна книжка, это тоже очень хорошо. Оп, успел юзнуть. Есть 2 SF. На самом-то деле 2 SF это очень мощно. А еще я могу сейчас лустрик поставить. То есть, смотрите, я сейчас беру так, так, у меня есть лустрик, у меня есть баф людей. То есть, выигрываю хорошо, не выигрываю так себе, но, в принципе, неплохо. В принципе, все. Баф людей есть, этот баф есть, баф жрецов у меня тоже есть. Боги, маги, конечно, круто звучит, но не хочется. Есть SF-чик, но тоже не хочется. 9 магов как бы хотелось. Гриттер мне не приходит, поэтому
Болт на 28. Так, хорошо, подхил один есть. Здесь у меня так себе, если честно. Не, ну хотя бы я не так сильно получу сейчас, понимаете? Давай еще... Эх, тычечку не хватило. Сейчас хотя бы у меня немножечко будет лустрик. Немножечко, прям, понимаете? Немножечко. Немножечко будет лустрик, плюс есть баф людей. Я на самом деле... Какой баф людей? Вот давайте серьезно. Лучше баф богов у меня сейчас будет немножечко. Вот прям чуть-чуть. Баф богов я буду, наверное, выставлять попозже. Тут можно было бы, знаете, как сыграть 9 магов через волшебника. Потому что, ну, гриттер мне не идет уж, извините. Боги как бы есть, но слабоватые, будем объективны. ХП плюс 300. Но я пока что ХП плюс 300 оставлю, потому что 1300 ХП Лина намного сильнее, чем было бы по-другому сейчас. Так, понятно, Клокверк опять присосался ко мне. Боже, как ты меня душишь. Хватит меня так душить. Боже, мне Лину задушили просто по полной программе. Обидно, обидно. Может в 30 монет выйти? Ладно, выйду в 30 монет лучше. Эгида, но у меня уже 40 монет. Хотя эгиду я бы взял. Эгиду я бы хотел взять. Богов я фуловых не могу поставить, но ЦМ-ку я оставлю чисто, чтобы она ману регенила. Можно блинк было бы не брать. Можно было бы вот так сделать. На самом деле, подожди. Минус... Ладно, минус 300 хп сейчас заберу. Я возьму этот предмет. Это неплохой предмет. Он и не хороший, и не плохой, понимаете? Он такой, нейтральный. Тут резак. Не, ну у чуваков тут посильнее билды, чем у меня, намного. Резак с минимальным КД 3,5 секунды. Сейчас у него гоблин с половиной, ну там, копеечным КД. Тут у меня, конечно, подольше КД будет. Давай, тычку, тычку. Еще. Разочек. Ой, хорошо, молодчага. Минус 5, отлично. Но минус 5 это не минус 200 по лицу, поэтому все хорошо. Так, ЦМочка пусть будет. На самом деле мне уже бы уровень брать. Мне нужен... Ух ты, какой там стол. Че кунг-фу, тут шаманы. Тут будут шаманы. Да, здесь будут шаманы. Поэтому 9 волшебников такое себе будет. Ой, 9 волшебников. 9 магов через волшебника будет такое себе. Объективно будет довольно-таки слабо. Хотя, если я не дам ему пожить, то я, в принципе, мог бы его вынести легко, потому что здесь есть еще и Зевс. Потом можно было бы перестроиться вообще в другой билд через драконов-магов. Но это уже, знаете, совершенно другая история. Так, хорошо. Ой, как бабка меня просто только что на лицо накидала. Я надеялся хотя бы, что я еще одного вынесу. Но у него хп много. 950 там. Так, раз, два, три. И все. И все. Больше ничего сделать я и не могу. Получается. Это максимум. На самом деле я бы взял немножко уровня, потому что я не верю что-то в свой билд. Он у меня довольно-таки слабый. У меня некому даже дамажить, если честно. То, что у меня Лина сейчас сюда полетит, на нее могут все напрыгнуть и будет и до мне ляверды. Поэтому я немножко из инкама лучше выйду. Есть... Я, наверное, Сефа возьму. Хотя и Кира пришел, алхимик. Можно было бы через синергию Киры сыграть. Если этот жрец хотя бы в двойку придет, будет уже у меня такое усиление огромное. Можно было бы через жрецов потом сыграть. Хотя там будут шаманы, поэтому я не особо хотел бы через... Из-за этого. 42 монетки на 15. Ух ты. Я выйду пока вот так. Вот таким вот образом. Вау. Отхил, объятия.
Но мне на самом деле бы, знаете, вот этот взгляд АЗС бы, обезоружить, вот такого вот зеркала было бы очень хорошо. Хотя и Дроси очень сильный предмет, я бы его взял. Я на самом деле лучше, наверное, его и возьму. Хотя, ну, не знаю, тролли мне нужны или нет. В принципе, они были бы неплохие. Тролли. Давай так, вот этих вот ребяток я все равно продам, чтобы выйти в 50 монет. Вот этих вот ребяток я оставлю. Бам. Бам. Благо там легионка не огромная. Был бы неплох дезолятор на самом-то деле. Я вот сейчас так подумал, что в действительности дезолятор был бы очень неплохой предмет для меня. Есть уже как бы у меня маги. Я бы мог фулл магов поставить 9 штук. Выносить почти здесь все и вся. Ну так же самое я наверное, на 8 уровне все-таки возьму, переделаюсь немножко. Рано я не хочу слишком переделываться, потому что мне кажется, будет все очень плохо для меня. Ну, по крайней мере, мне так кажется, а как оно по факту там будет. Ну, кстати, тут убийцы, и они мне просто порвали лицо. Да. Кто этот? Син. Убийца. Там всего лишь... У меня там так мало убийц, по итогу вы видели, как я по чердаку получил? Хочется богов убрать. Поставить 9 магов и посмотреть сейчас, как оно будет. Хотя я более чем уверен, что это будет очень слабо. Есть у меня такое, знаете, малюсенькое впечатление о том, что это будет очень слабо. Ну, сейчас посмотрим. Или не слабо. Если я ему сейчас Винстрик собью, то это будет очень слабо. Хотя нет. Да! Ну почти было, почти, почти. Прям на тоненького было хорошо. Ну, кстати, когда 2 разора будет намножко приятнее, как по мне. Как-никак. А как бы так поступить красиво? Наверное, сейчас усилюсь, посмотрю, как оно будет. Ну, в принципе, реально 9 магов вот так вот со старта. Это очень сильно, при том, что у меня еще и есть керри. Керри, который бьет с руки. Можно было бы богов разобрать сейчас тогда. Я, наверное, так и сделаю. Сейчас пока разберу богов. Вау. Медуза с алым сердцем, прикиньте. Оп, минус медуза. Не, ну, конечно, против меня есть охотник, который довольно-таки сильно мне Вау. Ну, кого ты бьешь? Вот, знаете, закон подлости. Тракса била мне Лин. Хотя, ну, охотники, они ж на то и построены, чтобы они били максимально ту цель, которая меньше всего имеет хп. Но как назло это бывает, но только против меня, если честно. Вот напишите в комментариях сейчас, у кого тоже такое было, когда, как назло, ну, бьют не ту цель, которую... Короче, как назло, бьют не ту цель, вот так. Зачем мне этот жрец? Я вот сам не пойму. Короче, напишите сейчас в комментариях, у кого такая же тема, когда ваш персонаж, вот, допустим, Лина, бьет не того, кого вам надо, зато вражеский персонаж, ну, просто, ну, как с ведра, вот прям то, кого надо. Блин, не успел поменять. Так, ты мне тоже шинча не заходишь. Ой-ой-ой, ямабам откис. Пожадничал. Пожадничал, хотел книжечки, но по итогу откис. Вот что бывает, когда жадничаешь. На самом деле у меня просто плохие персонажи еще сверху. Не только пожадничал, но еще и персонажи сверху плохие, поэтому... Тут просто в дабл. Так, 34 хп, 5 банок, давай. Чик-чик-чик-чик.
Эх, хотелось бы, конечно, побольше, но и спасибо на этом, как говорится. Так, все эти предметы мне не нужны, я их скипаю, у меня... спасибо. Что бы еще могло мне упасть, кроме этого, ну, хорошего предмета? О, кунг-фу фуловая. Давай так, у тебя сейчас радик появится. Вот одним кликом ты берешь, ну, делаешь себе радик. Давай, одним кликом. Как обычно, закон подлости бывает, что чел с одного клика сейчас себе найдет радик. Вот с одного. Не с двух, не с трех, а именно с одного. Такой закон подлости. Кстати, я предмет от хила сейчас закину в Разора, потому что Разор, мне кажется, будет намного сильнее сейчас бить, чем кто-либо у меня из персонажей. Там фулл зверь, кстати. Это очень плохо для меня. Он меня будет выносить просто в нулину. Более чем уверен. Чисто Овар сам себе только что закастил. Нормально. Получается, сам себя усилил котел, кстати. По поводу котла. Хочу ли я его? На самом деле, я бы его хотел. Я бы его поставил, наверное, ну, чуть позже, чуть-чуть. Потому что с одной линой каши я не сварю, хотя... О, разорчик. На самом деле, если бы гида в двойку пришла, было бы намного проще играть. Так, что за Опа. Скилл Омника стырил. Это хорошо. Если бы мне сейчас Монта еще упала, мне было бы намного проще играть. Вау. Не-не-не-не-не-не. Шарбезный чувак нашел. Тут, скорее всего, я откисну. Скорее всего, это не моя игра будет. Ну ладно. Даже если будет не моя игра. Все равно. Было красиво. Случайно тап нажал. Ну, боже, как я ненавижу этот мем. Просто как я ненавижу это. Просто ненавижу. Боже, это полный лютый кринж. Я сейчас объясню, что произошло. Вдруг кто не понял. У меня чел ударил лагуной во время прыжка противника. Спасибо. Гений. Нет, недооцененный гений. Классные предметы, я не спорю, вообще гениальные. Лучше просто представить невозможно. Предметы огонь. Лагуна по всем хорош. Вот это вот мне нравится. Мне нравится, когда лагуна по всем летит. Вот это вот тогда хороший персонаж, когда лагуна по всем летит. Так, гримтач у меня в двойку, больше мне и не надо. Можно было бы Джаггера, кстати, поапать, может придет. Кстати, закономерно мне сейчас не приходит от слова совсем лондруид, от которого бы я не отказался вообще. Не знаю, я сейчас сделал себе как-то такую расстановку, но не уверен, хочу ли я... Подожди, но у меня будет очень долго он кастить. Мой паренек очень долго будет кастить. Короче, пусть как-то так будет. Вообще сейчас должен ко мне прийти уже топчик. А я, кто это такое? Что это такое? А, гоблины мехи ты собрал. Обалдеть. Кстати, чувак сбил винстрика. Это кто Киропу? Тролль. Просто тролль. Какой-то бред. Все против магии собрались, кстати, видели? Всем шарбезный упал. То есть, когда я играю против магов, мне шарбезный придет только через... Я даже не знаю, как это назвать. Мне шарбезный не придет совсем нормально. Вот адекватно вообще не придет. А неадекватно придет. Вот как, например, сейчас мне очень хорошо приходит усиление. Там просто очень много шарбезны у ребят. Там минимум 3 персонажа, которые имеют шарбезны против меня.
3. Не 1, не 2, а именно 3. Это жестко. Опа. Вот это вот отличный предмет. Я сейчас объясню, почему, вдруг кто не понимает, почему это предмет просто шикарный для меня. Хотя, на самом деле, и волшебное зеркало для меня было бы тоже очень, очень прекрасный предмет был бы. Волшебное зеркало. Так, вот эти вот предметы, на самом-то деле, я в них не особо верю. Вау. Я возьму молнии. Возьму молнии, потому что в них я как-то поболее верю. Плюс отхил у меня здесь есть. Ну, короче, в молнии как-то я побольше сейчас верю. Смотрите, взгляд Азеса. Почему я считаю, что это обалденнейший предмет? Смотрите, если против вас есть челик, у которого огромный хп-реген. Вау. А что именно делает Фуриона, как бы, керри через Киру? Я немножко этого понять не могу. Или это просто так сейчас сделано? А, они пока никого не керят, окей. Взгляд Азеса делает обалденное замедление, плюс-минус хп, точнее, минус хп-реген лютый, плюс огромное замедление. И тем самым для меня это хорошо. А для меня это хорошо тем, что просто люди не успевают нормально на меня надамажить. Но тут против меня охотник, который собрался сейчас 4 морских еще сверху, и он меня вынес. А все потому, что у меня слабенько пока что. Я, наверное, здесь вообще не затащу никак, у меня вообще усиление не идет нормально, валун друида тупо нет. Ну вот как-то такое усиление у меня, да, ребят, классное. На это даже больно смотреть отчасти. Я даже 2 разоров поставлю. Может, мне кажется, 2 разора будет помощнее. Да, 2 разора были помощнее все-таки. Все-таки 2 разора помощнее, несмотря на то, что у меня полный лустрик. Хотя, знаете, можно даже не 2 разора, а поставить 2 вот этих вот персонажей. Мне кажется, эти 2 персонажа будут помощнее. О, так может сейчас и Лина в троечку соберется. Хотя, какая там Лина в тройку, да? Денег нет, ничего нет, зато Лина в тройку сейчас будет. Ага. Кстати, человек через троллей играет. Я бы поставил сейчас свою сборочку. Поставил бы. Именно 2 разоров. Кстати, красивый гримтач у чувака. У него тут и плащ, у него там... У этого чувака такое магическое сопротивление лютое, что диву даешься. Я даже не знаю, как расстановку получше сделать, чтобы не откиснуть очень быстро. Не знаю, попробуй как-то так. Ну вот, кстати, фулл тролль. Ну вот, как бы да. Они полностью в магический билд против меня собрались. Полностью. Точнее, в антимагический билд. Правильно рассуждать. Да. Кстати, Разор... Не Разор, а... Или поставить Разора. Не знаю, поставлю лучше, наверное, Разора. Есть впечатление, что Разор будет... Хотя, может, ману плюс 40 поставить. Хотя не. Лучше так. Или нет. Не знаю, пусть пока так будет стоять, а там сейчас посмотрим, как оно лучше будет. Ну вот против меня синергия Киры, кстати, с... Вот корни вечные. Тут маг лютейший причем.
Точнее, с антимагией парень. Не знаю, каким образом я его вынес. Я просто не знаю, каким образом. Вот серьезно. Мне даже... Ух ты. Не, ну это хорошее усиление. Такое мне нравится. Такое усиление я одобряю. Не знаю, что мне должно сейчас следующее упасть. Это либо МКБ, либо же Башер, либо что-то такое. Тут бог чернокнижник. Обалдеть. Ну тут просто нереальный чел. 7-й Не понял. Несколько троек, 7-й уровень. Он себе гоблина собрал, прикиньте. Неплохо. Но у него деньги хотя бы есть. У меня денег вообще нет. Я себе полностью усиление делаю. Мне каждое усиление сейчас на вес золота. Так, хорошо. У меня сейчас минимальная КД. БКБ, экзорцизм. Все предметы хороши. Я бы на самом деле себе экзорцизм взял. Чтобы всякие там башеры развеять себе, да, я, наверное, его возьму. Эх, что делать? Что делать? Наверное, уровень брать пытаться. Давайте так, я сейчас посмотрю, как оно будет. И после этого я уже решу, брать уровень или не брать уровень. Этот чел очень сильный. Прям хорошо против меня собран. Мана плюс 50 или что-то другое. Но доспех экзорцизма у меня есть. В принципе, не так страшно. Не знаю, как это так сейчас поставлю себя. Ух ты, там... О, не, ну, Радик это... Добротно. Сейчас еще чел себе... Ой-ой-ой. Ну, понятно, все. Против магии не защитились на 210%. Просто... Ух. Ясно, тут я откис. Или нет? Или нет? Каким образом не откис? Непонятно. Кольцо. Кольцо. Это, в принципе, хорошо. Так, уровень. Уровень или улучшение? Уровень или улучшение? Я в замешательстве. Уровень или улучшение? Вы все посередине. Ты, чел, будешь прыгать, это понятно. Плюс у тебя БКБ. Там я еще чел богов собрал себе через хана. Я, кстати, себе давно хана не собирал большого. Так, здесь чел, и он будет прыгать сюда, башить. На самом деле, я сейчас подумаю о том, что мне лучше усилиться. Разор придет в троечку. Будет хорошо. И гида в троечку. Ну и лондруид, естественно, когда-нибудь там припрется. Чтобы Зевс пришел, было бы хорошо. Ну, сейчас посмотрим, кстати. Ну, чел под БКБ, это понятно. Тут невозможно не попасть по нему, ничего с ним сделать. И он убивает тебя предметом просто. А не вынес. Я не знаю, как это происходит. Честно, не знаю. Ну, чел там огромный. И чё по Разору? Разора никто не собирает, но заметьте, он вообще не приходит. Зато Лондруид пришел. Обалдеть. Разора никто не собирает, вот вообще никто, ребят, серьезно. Никто Разора не собирает. Ни одна живая душа не собирает Разора. Подожди, кто у тебя керри? Медуза? Посмотрите, сколько предметов на антимагию. Это... Ну, просто посмотрите, сколько предметов они на антимагию себя засунули. Ну, чел под БКБ, то ладно, но в него невозможно попасть, в этого чела под БКБ. Тут алхи... О, ну тут, ну, гадалки не ходи, тут и так виден исход, да? Ну, БКБ плюс все криты, плюс все. Почему я не удивлен? Усиления просто нет. Снова.
Это не слезы. Это не слезы, ребята, если что. Ну, просто чел БКБ себе нашел, все. Я его не вынесу. Вот его я не вынесу. Если с другими у меня, возможно, будет шанс, вот тут человек, просто посмотрите, полную антимагию в себя засунуть. Это нечто, просто нечто. Так, тут чел, это значит он тут, а это значит мне лучше... Если честно, я даже не знаю. Мне лучше вообще не прыгать. Вот честно, лучше вообще не прыгать, поэтому я просто беру вот этот предмет вот так и лучше так. Пусть у меня будет, ну, как-то вот так вот оно пусть все будет. Нежели я буду получать по хребту сейчас. Вот Кироп... Ой, как назло он прыгнул ко мне. Как назло, ребят, вот как назло. Вот просто как назло. Он прыгнул именно в ту сторону, которую я не хотел, чтобы он прыгал. И по итогу он прыгнул в ту сторону. Куда мне тебя спрятать, чтобы ты не прыгал от слова совсем ко мне? Хотя бы хоть как-то попробовать его БКБ пережить. Хоть как-то. Поставлю его туда, он прыгает на меня. Поставлю его сюда, он прыгает на меня опять же. Ты издеваешься или что? Обалдеть, вы посмотрите, сколько троек у него. Светки, 2 этих, у него троек. Просто мама мия. Че и башер. Ладно, башер я еще как-то там выживу, как-то там переживу, вот это вот. Все остальное как мне переживать? Молиться? У него с блинком он будет сюда прыгать, поэтому я бы вот так вот как-то сделал. Может и гида в троечку мне поможет. Ну, может мне... Никто мне не поможет, если честно. Бог поможет, и то не факт. Ладно, я башер возьму. Пусть подойдет ко мне хоть кто-то, я его просто на лицо забашу. Ух ты. Ух ты. Не, ну... Не, ну... И лондруида вот так. Пусть на лондруида еще время потратит. Теперь давайте попробуем. Так, отхил это убрать, это убрать, это убрать. Вот это убрать. И это убрать. И посмотрим, что мне выпадет. Кираса, криты. На самом деле криты хочу. Смотрите, он будет мне прыгать на лицо, да? Вот в радиусе, допустим, да, вот кто ты? Ты будешь прыгать мне на лицо, да? Ты вот здесь, значит, ты здесь. Значит, ты будешь... Нет, сюда, значит... Мне нужно сейчас поставить таким вот образом, чтобы рыжий лис прыгнул и просто получил башером по лицу. Так же самое касается не только его, а вот и его. Он здесь, но он там... Ну, короче, сейчас будем пробовать. А, ну правильно, у него антибаш. Как и у меня. О, живи! Ух! У меня аж сердце пятки ушло. Чел там зашел, думает, такой, ты чё, я не понял. Как? Да как так? Я сам не знаю, как так, поэтому не смотри даже на меня. Вот так вот сделаю. Посерединке, чтобы было и сюда как-то поближе. Ну что, дорогие мои, топ-4 я занял. У чувака все тройки, у него антидоспех, ну, короче, у него доспех экзорцизма, который, ну, нереально бустит себя. У меня есть криты немножечко, есть молнии, есть немножко маны. Ну, тут, как бы... Просто на каких соплях я его вынес? Ну, с усилением вообще просто смешно. Усиления нет. Вот с усилением реально какая-то проблема. Его нет, ребят. Усиления просто нет. Тролль Кира это вообще зачет. У него есть БКБ. Он мне может прыгнуть на лицо. Вот он здесь находится, вон здесь. Он прыгает мне на лицо, все, я в стане. Я просто в стане чилю. Не знаю, ману как-то так поставлю. Может как-то прокатит. Но этого паренька я тоже сделаю. Так, может тоже прокатит. Как-то прыгнет там что-то. Что-то сделает.
БКБ, пережить, пережить! Переживи! Просто застань его! Стань! Бей! Бей! Мне нужен Хиропу. Боже, каким чудом я живу в этой игре, я не знаю. Просто всеми молитвами и антимолитвами я здесь живу. У него баш, смотрите, у него радик, у него алое сердце бессмертия. Смешно? Грустно, как-то вообще грустно. А мне даже скипать нечего. Мне вот этот предмет нужен, этот предмет нужен. И мне, кстати, нужен Фурион срочно. Я лон-друида себе хотя бы в двоечку сделаю, если Фурион придет. Так, баш, отлично. Хорошо! Ну, у него... Ну, нет, ну, тут просто, ну, как бы, ребят. Чел убивает шмотками. Просто 2 раза у него сработало. Чел убивает шмотками. Но вот тут явно видно, что чел убивает просто в тупую шмотками. Не скиллом. И кто-то мне сейчас скажет, да вот, он убивает не шмотками, он убивает скиллом. Вот как он убивает. Не шмотками убивает. Куда эту мне ману засунуть? Она мне, ну, как бы надо, но не совсем. Вот сейчас у меня есть хп. Мне бы МКБ упало, я бы вот эту шмотку скипнул, и все. У меня заряженная Лина, больше я ничего не могу сделать себе, как бы усилить. Вообще никак. Надеюсь, сейчас Фурион хотя бы придет, и у меня лон-друид в троечку будет хотя бы. Ну там чел просто шмотками убивает, ребят. Я ничего не могу сделать. Чел шмотками убивает. Просто шмотками. И что мне делать, когда чел убивает меня шмотками? Ничего мне не сделать. Просто, ну... Фурион. Фурион. Ладно, ты тоже пойдешь. Но Фуриона нету. МКБ. Отлично. Иди отсюда, шмотка. Бесполезно. Ху-ху-ху. Бессмертие мне надо, на самом-то деле. Ага. 2 раза забессмертил. Вот так сейчас сделаю. Знаете, почему я так сделаю? Потому что он сейчас поближе всех поставил, а у меня здесь египка стоит. А, ну понятно. Давай, я тебя прошу. Давай, попадай по всем. Ой, хорошо, как хорошо. Я его отправил в могилу, но у него есть шмотки. Бей, бей! Ну, по морде. Ну, только просто разочек. Будешь знать, как играть на имбе. Ну где? Не понимаю, вот где. Просто не понимаю, где. Вот объясните мне, где мой заслуженный. Вот где мой заслуженный? Фурион. Где он? Ладно, не Фурион. Трента дайте мне. А хоть Хана дайте мне. А, не, Хана нельзя. Опять мне. Давай, давай, выходи, 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 уже просыпайся. Отлично. Заморозил, погнал, 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 погнал. Боже, я обожаю эти молнии. Шикарные молнии. Да? Нет. Баш, 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 сработай. Я тычку не дал, его молния убила. Чтоб ты долго жил. Вот серьезно, чтоб ты долго жил. Кстати, Хекс прилетает, ну вот, точнее не Хекс, а... Не, ну Хекс вообще правильно прилетает, лучше, чем сюда. И, ну, я на самом деле даже шмотки не могу никакие здесь скипнуть. Вообще никакие шмотки не могу скипнуть. Кстати, если что, вот эти 2 посоха не работают вместе, работает только один. Разора я чуть назад поставил, потому что, ну, он все равно в хексе стоит. Мне надо хотя бы, чтобы он пережил один момент. Вот просто. Вот сейчас, кстати, корни хорошо сработают. Да в лицо дай ему! Высасывай, 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 высасывай. И, ну, бессмертие ну вот. Фу! Как же повезло, что ваншот не сработал. Как же мне повезло. А фура придет сегодня? Там пришел, отлично. Так, магов убрал. Это усилил, магов поставил. Все.
Он, конечно, ничего не повлияет никак. Боже, ну у меня чел просто... Ну, хорошо, что ему хекс прилетает. Хотя, на самом деле, я не согласен. Я бы... А, так подожди, я могу сделать вот так, 220, а тебе хекс пусть прилетает. Точно, все. А что я тупил раньше? А, не, ну подожди, что у меня не было апгрейднутый, поэтому я не мог ничего сделать. А теперь у меня сейчас будет, и они все... Опять хекс все равно прилетел не в того, в кого надо. Как это работает? Мне бессмертие, я его буду выносить. Серьезно. Я его так сейчас выношу каким-то чудом. Вообще не знаю как. Я вообще не знаю, как это происходит. А что мне еще собрать? А мне нечего больше на самом-то деле собирать, если вот так вот без рофла посудить. Мне нужно только бессмертие. Башер есть. В принципе, я могу башер заменить на бессмертие. А башер я могу засунуть в него. Потому что все равно прилетает Зевс сюда, он его башит как-никак. А бессмертие я сюда закину, и в принципе будет все четко. Марси втрой. Ой, там Марси под башером еще и сверху. Может, Хекс мне помог бы, кстати. Боже, какая катка лютая. О, безоруш, кстати, тоже хорошая тема. Ну, кстати, сейчас один раунд и все. Тут уже кто кого. Кстати, можно было бы этот предмет. А можно я рефрешер хочу. И безоруш хочу. А теперь я хочу поменять несколько предметов. Вот этот, вот этот, вот этот. Была не была. Криты хекс. Ну, хекс. Ну, хекс. Башер мне по-любому здесь нужен. Хекс впервые не прилетел ни в того, в кого. Не в того Хекс прилетел впервые. Обалдеть. Неужели это конец? Нет. Ты чё? Я сейчас не понял. Ты чё выжил? Тебе сказано откиснуть, значит откисни, все. Это уже не шутки. Я просто даже, ну... Я даже не знаю, кого ставить. Ну, Джаггер, на. Пусть Джаггер будет. Давать. Наказать кунфуиста надо. Я надеюсь, что все-таки он накажется. Все-таки я надеюсь, что он накажется. Блин, опять у меня чел в Хексе простоял. Опять Хекс начал прилетать никого на... Ой, хорошо. Все, я наказал кунфуиста. Просто наказал. Знай, как играть на кунфу. Просто знай, дорогой мой. Я не ожидал... О, 716 рейтинг. Ребят, честно, мне нереальный анлак был. Я не думаю, ну, как бы... Давайте подсудим серьезно. Мне был нереальный анлак, хотя у меня очень туго все усиливалось. Очень туго. Просто посмотрите на мою стату. 28-19. Это первый момент. Посмотрите на нетворс стола его и моего. Мне, скорее всего, просто в этот раз повезло хорошо на шмотке. Просто посмотрите на мою Лину. Она шикарная. На самом деле, на его месте бы я просто бы перестроился в морских. На все равно. Просто вот убрал бы богов, убрал бы вот это вот все, что он там собрал, просто собирал бы морских, тем самым бы себя законтрил. У него было куча денег, у него куча нетворса, куча всего. Чел просто решил сыграть на кунг-фу. Наказан. Будешь знать, как играть на кунг-фу. А еще посмотрите его шмотки. Просто у него шедевральные шмотки. Если бы он Марси закинул, я уверен, что Марси бы мне просто такой чердак развалила. Все вы уже знаете, что я хочу сказать в конце своего ролика, поэтому, ребят, всем огромнейшее спасибо за то, что оставляете свои лайки и комментарии, потому что каждый лайк и комментарий помогает моему ролику продвинуться в тренды и рекомендации. Не забудьте, у меня есть телеграм-канал, он закреплен в комментариях, там я веду свой личный блог, также пишу по поводу обновления этой игры, ну и, соответственно, делюсь какой-то некой информацией, плюс у нас там есть чат комьюнити. Поэтому, кому это все интересно, присоединяйтесь, в комментариях закреплена ссылочка на телеграм, и не забудьте подписаться на мой канал, еще раз повторяю. Всем удачи!